Приветствую всех зрителей. В сегодняшнем ролике наконец-то мы сделаем с Гошей обзор на его ракетку. Играет, точнее сделаем даже обзор не то что на его ракетку, а на его основание. Играет Гоша у нас доской следующей: Nitaki Acoustic Carbon Inner. Теперь пробежимся по составу этой доски. По многим источникам, точнее в некоторых источниках пишут, что сердцевина iOS, по другим источникам пишут, что какое-то другое дерево, но я думаю, что все-таки в этой доске сердцевина iOS. Верхние два слоя у нас лимба, а под двумя верхними слоями у нас располагается карбон. По структуре это основание должно напоминать обычный баттерфляевский Inner Force. Но если учесть, что здесь непонятно какой карбон, а в баттерфляе, вы знаете, либо с зейлоном он, либо он с арилейтом, то здесь обычный карбон. В чем особенность этого основания? Это заключается в следующем, что у этого основания сердцевина немного тоньше, чем обычно. И, соответственно, толщина самой лопасти тоньше, чем обычно, и составляет 5,7 мм. Правильно? 5,7 же миллиметров? Да, 5,7. 5,7 миллиметров. Даже невооруженным взглядом видно, что сердцевина у этой ракетки, она немного тоньше, чем обычная. Накладки будут на этом основании Tenergy 0,5 черная и Tenergy 64 красная. Вес основания составляет 187 грамм. Этот обзор будет немного необычный и немного будет отличаться от других тем, что в главной роли будет уже сам Гоша, будет рассказывать свое ощущение от этой доски, а не я буду рассказывать про это основание. На этой стороне волнительно. Учитывая, что тот факт, что Гоша, когда мы с ним снимали уже не один, и не два, и не три обзора на основания, ему есть с чем сравнить, поэтому в этом обзоре Гоша будет опираться уже на несколько досок и говорить свое ощущение по разным компонентам в сравнении не какой-то с одной доской, а со всеми, что он пробовал за свою жизнь. Что, Гош, как на короткой игре? На короткой игре надо его всегда чуть контролировать. По сравнению с Фискарией здесь нужно больше контроля. Больше контроля? Да. А мяч у тебя не вылетает высоко? Да, вылетает. Я и говорю, надо больше контроля, чтобы контролировать мяч. Чтобы он не вылетал сильно. То есть хочешь сказать, что на короткой игре тяжело будет тебе подачи принимать? То есть постоянно надо как бы это... Да. Надо чуть просто больше... подставить ракетку будет уже недостаточно? Да, да. А вот на накатах, на плоской игре, вот сейчас мы играем, как? На накатах нормально. И скорость вроде нормальная, и контроль тоже достаточно. Вот ты играл на этой доске, уже, ну как бы, не только Tenergy пробовал, другие еще пробовал слева. По сравнению вот 64-ка, еще какие-то другие, как вели себя вот на этой доске? Одинаково примерно. А почему 64-ку выбрал? Ну, мне нравится, ей подставлять легче. У меня просто раньше стояла 0,5 FX, 64-ку легче подставлять, поэтому я остановился. Она не так плюется? Да. То есть как бы доска тоже маленько плюется? Да. И там получается еще 0,5 FX плевалось, и поэтому тяжело Вообще было. сложно было контролировать, да? Да. А у меня 0,5, ну просто, а что сказать, мне 19-шка больше нравится, чем 0,5. Не понял. Но мне 19-шка больше, чем 0,5 нравится. Но ты сейчас спросишь, а почему 0,5? Я такой, ну не знаю. Давай не спрошу. Давай. А справа вот при плоской игре, при накате нет никаких бесконтрольных вылетов? Все нормально? Да, все нормально. На накатах она ведет себя очень хорошо. На топ-спинах, Гош, дуги всего хватает? Да, контроля? Из-за того, что основание сама дает чуть дугу, поэтому хватает. То есть даже учитывая, что у тебя как бы такой маленько нестандартный замах, точнее недозамах чувствуется, что не такая амплитуда, то есть дуги все равно за счет подхлеста тебе хватает? Да, за счет основания именно хватает этой дуги. Даже то, что движение короткое.
А если сравнить по скорости, допустим, на топ-спинах с Вискари с какой-нибудь, либо вот с Харимото, вот АЛЦ ты пробовал, какие ты еще пробовал, вот у Димасика ты Аполлонию пробовал по скорости. Ну, те побыстрее. Особенно Аполлоний там вообще на голову быстрее. А Вискария, ну, побыстрее, наверное, тоже. То есть ты ее относишь, как бы она это не сильно быстрая доска? Да, это я отношу больше контрольно, мне кажется. А по вращению, по задержке, вот в сравнении, опять же, с другими досками? Задержка, наверное, получше, чем у остальных досок. Ну, мне кажется. Больше, чем у остальных досок, да? Да, да. Ну, которые я пробовал, задержка здесь больше. Ну а слева? Слева, вот, учитывая, что у тебя тоже короткое движение, здесь тоже дуги тебе хватает и контроля на топ-спине. Немного не хватает, наверное. То есть, в чем именно не хватает? Ну, тут у меня движение, чуть-чуть движение вверх идет, и он часто за стол вылетает. Из-за того, что все-таки это основание дугу дает большую? Да, или да. из-за чего? И мяч выплевывается оттуда, да? Из-за того, что основание дугу дает, из-за того, что у меня движение чуть вверх, она часто за стол вылетает. То есть вот по ощущениям, что бы ты хотел вот именно в этой доске изменить? Слева, справа? Дуга, чтобы была чуть прямее. Наверное. Поменьше? Да. Мы сейчас пробежали с Гошей по таким элементам, как короткая игра, и по такому элементу, как топ-спин справа, топ-спин слева. Сразу напоминаю вам, что толщина этого основания составляет 5,7 мм, что является тонким. И в связи с этим уже даже теоретически, если посмотреть на эту толщину, даже когда я просто в руку взял, я сразу почувствовал, что у этой ракетки будет очень хороший подхлест, про который, в принципе, Гоша и говорит. Что дает этот подхлест? В том, что даже без амплитудного движения на короткой игре мячик за счет того, что ракетка немного его будет подбивать, мячик будет немного у нас вылетать чуть-чуть повыше. То же самое будет касаться и во время топ-спина справа, топ-спина слева. То есть, учитывая, что у Гоши движение не такое, к примеру, амплитудное, как у меня, оно немного покороче. И за счет этого подхлеста дуга все-таки вырисовывается очень хорошая. Но, к сожалению, вот этот подхлест это хорошо на топ-спинах по блоку, но вот этот фактор, что мяч немного, она его подхлестывает, подбивает, это может негативно сказаться на игре при блоках, поскольку когда мячик будет активно вылетать и при активном ударе в мячик именно тычком, велика вероятность, что вы просто будете выбрасывать его немного за стол. Поэтому будет очень тяжело ловить вот этот вот подхлест. Скажешь свое мнение, как подавать ей подачи, и сразу начало первого хода. То есть вот сразу два вот этих вот компонента совместим. Уже по первому ходу, по первой дуге видно, что ракетка уходит слабо под стол, но при этом она как бы очень высоко, я бы сказал, мяч вылетает. По подаче. Вот ты подавал другими досками подачи. Да. Вот. Мне кажется, моей доской мне больше всего нравится подавать подачи. Почему? Она тонкая, и мне как-то я кисть чувствую лучше. То есть чисто уже физически удобнее тебе держать да. ее? Да. Или из-за каких-то характеристик? Да, мне прям ее намного удобнее держать, чем ту же Вискарию, например. Почему Вискарию неудобно? Ну, она потолще. Как-то, ну так. Ну, так ты за ручки, наверное. Да, не лежит так в руке. А в Харимото там, ее вообще неудобно держать. Так, а Аполлонию? Аполлонию, удобно держать, но мою поудобнее. То есть, скорее всего, вот из-за ручки именно тебе вот удобно держать, поэтому тебе кисть более свободна. Да, да. Давай покажем, что за ручка там. Ручка здесь, видите, что она не такая квадратная, она больше как овальная. И в связи с этим ее будет легче вот именно вот этим вот хватом держать, что она сюда у нас не выпирает, даже буквально пару миллиметров, и это уже будет чувствоваться, как, к примеру, на Вискаре. Здесь она такая вот более продолговатая. Вот, ее здесь удобнее держать. По первому ходу, Гош, вот лично я могу тебе сказать свое мнение, да. Дуга очень высокая,
но высокая дуга это не всегда хорошо. То есть это как бы, во-первых, Да. либо сносить легко будет, да, то есть ее контролировать будет тяжело, где-то пониже, где-то повыше. Она всегда будет средняя такая вот высокая. Да. Вот. Либо легко начать, и тебе легко будут принимать. Твое мнение. Ну да, так и есть. Дуга всегда чуть завышена, и поэтому мне часто сносят ее. Прям сразу. Что бы ты добавил, к примеру, здесь? Вот? Меньше дугу или что? Или больше скорости? Но меньше дугу, потому что я не сильно скоростной. А такой. скорость тебя вот на первом ходу тебя устраивает? Ну, меня да. Но здесь то же самое, короткое движение, и мяч, оно как само выкидывает. Чисто уже это, чисто доска его выклевывает. Мы это вырежем. Сейчас Гоша будет 100% все попадать, и это даже не вырежем. Так, Гош, вот сейчас с первым ходом определились, его начинать что слева, что справа Да. легко, за счет подхлеста, который организовывает сама доска. По поводу второго хода, завершения, что можешь сказать? Ну, при завершении она не так хорошо себя ведет, как... В чем именно разница? Ну, не хватает плотности, наверное, чуть-чуть. Именно она... Я вроде усиляю, а она не так мощно идет все равно. Вот, может быть, здесь и сказывается вот этой вот толщины, то, что среднего слоя не хватает. Ну, может быть. Тебе виднее. Сейчас Гоша подавал подачу, начинал первый ход, также завершал. По поводу мнения насчет подач вы можете немного отмотать, посмотреть его мнение. Он больше был сконцентрирован именно не на качестве доски самой, а именно, чтобы ему главное было удобно ракетку держать во время подачи, чтобы кисть была расслаблена. Следующее, первый ход. На первом ходу, и я это отметил, и Гоша это то же самое сказал, что первый ход этой доской делать очень хорошо, поскольку доска тонкая, подхлест у доски очень хороший, и поэтому мячик, как бы она, достаточно просто маленько его снизу дернуть, и она как бы его подхлестнет и маленько выкинет его, будет помогать мяч выбрасывать и делать эту самую дугу. Со вторым ходом, с завершением, лично теоретически я могу сказать, учитывая, что я играл таким основанием, как фанбо, еще каким-то основанием играл, у которых тоже был очень хороший подхлест. Мне лично не нравилось делать завершающий удар основаниями, у которых есть подхлест, в связи с чем? Поскольку первый мяч, окей, мяч туда попадает, выплевывает. Второй раз, когда делаешь большой замах, и бывает периодически не попадаешь в этот самый подхлест. И получается во время удара такой некий резонанс, и мяч, такое чувство, как прям начинает падать уже не бесконтрольно. Бесконтрольно начинает мяч падать в сетку, если не попадаешь вот в это вот движение, вот в эти вот там милли доли, он отходит, и как бы ты шлепаешь по мячу, а он у тебя начинает попадать в сетку. Гоша то же самое подтвердил. То есть не хватает маленько плотности, не хватает немного, возможно, толщины среднего слоя, чтобы ракетка во время завершения не так гуляла, и этого вот отклонения не было, и чтобы мяч чуть-чуть получше сидел на ракетке во время именно сильного завершающего удара. Так, что сейчас перекручиваем? Ну, топс на топс. Владеешь? Ну так, маленько. Топс на топс, мое чисто теоретическое ощущение, что у доски будет маленько не хватать скорости. И, возможно, периодически будет, что дуга будет высокая, и с дальней зоны усиления как такового не будет, а будет просто как закидывание оттуда. Но ощущение свое сейчас Гоша расскажет. Ну что, Давай Гош, на столе. как? На столе пару раз скручу. Ну вот сейчас в дальней зоне вращали. Ощущения. Ну да, не хватает, тоже мощи чуть-чуть не хватает. Я оттуда просто стабильно можно перекручивать. А усилить тяжело. А усилить тяжело, да.
А на перекрутах, Гош, как? Ну вот, вспоминай по игре. Тебе мяч летит накрученный. Ну, на столе мне нормально. Нормально на столе? Да, на столе мне она больше нравится, чем от стола. Я бы даже сказал, что это ракетка, чтобы играть у стола, а не от стола. Сейчас потише буду. Обычно попадаю. Сейчас необычно, сейчас на камеру. Сильно запускаешь его, Гошан. Порезче перед собой его, больше предплечьем. Замах сильно большой делаешь, он у тебя залетает уже практически чуть ли не за спину. Ты вот отсюда его подбиваешь. Прям перед собой его. Вот, жестче. Так, сейчас мы делали топс на топс. 3 вида. Первый вид у нас был в дальней зоне. Второй вид мы пытались в ближней зоне быстро сделать эти тонкие перекрутки на столе. И третий вид, это я начинал первый ход, Гоша завершал. Гош, говори, в дальней зоне, точнее уже повтори, потому что те, кто внимательно смотрит, а я уверен, что кто-нибудь один из Нижнеурюпинска смотрит все внимательно. Говори, в дальней зоне, как она тебя проявила? В дальней зоне она себя проявила не очень, не хватило чуть мощи. И когда я попадал, только на стабильность можно и попадать. Следующий момент. На столе, когда мы делали вот эти скрутки, Мы там вообще не попадали. ну, мы оставим те, которые попадали. Но когда попадали, там хорошо было. А вообще в игре, вот как ты сходишь, можно сказать? Да, ну я вообще считаю, что это основание, чтобы на игре у стола. Поэтому она мне там нравится, когда я у стола стою и перекручиваю. Нравится в плане скорости, контроля в чем? И в скорости, и по контролю. В совокупности как бы прям хорошо чувствуешь ее, да? До столе, да. Следующий момент, когда я тонко начинал, а ты скручивал. Здесь как? Мне тоже нравится. То есть все на столе, все контроль. Да. В сравнении с другими досками, которые пробовал. Но в сравнении Лучше? Худше? Как? Лучше. Лучше. В дальней зоне как бы Да, не похуже. хватает мощности. Да. Рачни пару раз, подставлю. На блоке, Гош, слева как? Ну, мяч всегда надо поджимать, и тогда он хорошо летит. Нет такого, что он как бы просто подставить и все, постоянно контролировать, да? Просто на расслабоне так постоять тяжело. Он будет выплевываться сильно. Да, надо его всегда чуть поджимать прям. То же самое, как и слева, да. Постоянно жать надо Да, мяч, да? чуть поджимать его надо слева. Иначе будет выплевываться. Да. С другими досками не было такого ощущения? Может, просто у тебя в руке такое? Нет, с другими не было. Например, в Вискаре, там стоишь просто, он сам летит так, не сильно высоко над сеткой. Аполлония какая-нибудь, Харимота, что-нибудь такое? Ну, наверное, на Харимоте было похожее немного. А на какой? На АЛЦ или за ЛЦ? АЛЦ, которая была. А АЛЦ тоже надо Да, жестко жать. тоже надо вот сюда чуть поджимать. Подходим постепенно к завершению и подводим итог по поводу всего сказанного, что сказал Гоша, что сказал я. Я чисто опирался на какие-то теоретические свои маленько знания и ощущения, сколько я пробовал разных досок. Возвращаемся. Первая была у нас короткая игра. По короткой игре это основание Гоше не понравилось, не нравится, но в связи с тем, что он долгое время играет, он уже научился контролировать короткую игру. Вот. В чем именно не понравилось? В том, что у основания очень большой подхлест, и постоянно необходимо мяч
Просто достаточно под мяч подставить ракетку, этого будет недостаточно. Нужно будет постоянно его туда прорабатывать. Следующий момент на топ-спинах. На топ-спинах, которые серийно по блоку, здесь ему понравились. Здесь уже нам подхлест, который есть в ракетке, он помогает. Следующий момент, начало первого хода. То же самое. Учитывая, что имеется подхлест, мяч помогает выплевывать на первом ходу, и мяч с хорошей дугой вылетает, даже не имея большого амплитудного движения по мячу. Следующий момент — это у нас завершение после начатого первого хода. Здесь уже было немного похуже, поскольку здесь, во-первых, не хватает жесткости доски и толщины доски. Здесь не хватает маленькой мощности и не хватает какой-то монолитности доски, поскольку на большом замахе, на амплитудном движении доска все-таки маленькая, все равно, но чуть-чуть будет ходить. Поэтому бывает периодически, если мы не попадаем в подхлест, мяч может просто-навсего свалиться у нас в сетку. Далее у нас были топс на топс, в дальней зоне, в ближней зоне и перекрут первого хода. Здесь в дальней зоне у нас не хватало мощности, в ближней зоне и топ-спин, который мы перекручивали первый ход, здесь было все замечательно, но главное было маленько просто поджимать мяч при своих ударах. И заключительным у нас элементом был блок. Здесь, что могу сказать, он поделился своими ощущениями, что на блоке была та же самая проблема, что у меня была при игре Butterfly Harimoto ALC, что при мягкой подставке мяч постоянно куда-то у нас выплевывается. И здесь необходимо постоянно давить мяч, чтобы его контрольненько направить. Гош, мы сейчас подвели итог по поводу этой доски, по всем элементам. Ты много уже досок попробовал. Скажи, вот по ощущениям, какую бы ты еще основание хотел бы себе взять на постоянную и хотел бы попробовать? Я бы хотел на постоянную T-Mobile ALC взять. Почему? Но он в короткой игре получше, на подставках хорош. А топ-спину делать, мне кажется, я с любым смогу. То есть там будет по контрольней получше, чем вот Нитаки Акуси. Да. Надеюсь, все досмотрели этот ролик до конца, где Гоша поделился своим мнением, что его не устроило в этой доске, какую бы доску он еще хотел бы попробовать. Подписываемся на Гошу ВКонтакте. В Одноклассниках Гоши, к сожалению, нету, а может быть к радости. До встречи.